Batwing – нечастый гость среди наборов LEGO, особенно если речь идет о больших и масштабных наборах. И сегодня в кадре как раз один из таких кораблей, который черпает свой дизайн из мультфильма Batman Movie. Это второй по количеству деталей Batwing, и состоит он из 1053 элементов. Больше только модель Batwing образца 2020 года. Эта же модель появилась в 2017. В комплекте набора имеется один большой листик с наклейками, которые я правильно не люблю. На мой взгляд, модель даже без наклеек смотрится очень хорошо и детализирована. Причем детализация здесь действительно отлична, и ей могут позавидовать многие корабли из серии «Звездные войны». Размах крыльев корабля составляет целых 52 см, что усложняет его хранение, но придает ему достаточно масштабный вид. Они могут быть сложены, давая возможность Batwing'у опираться на них, имитируя посадку. А для того, чтобы это действие выглядело еще более реалистично, на верхней части корабля имеется пушка. Она является рычагом управления для двух двигателей, которые меняют свое положение в зависимости от положения этого рычага. Данная пушка не стреляет, а лишь имитирует орудие. А вот пушки, которые прячутся в крыльях, вполне себе рабочие, и их тут два вида. Первые стреляют длинными оранжевыми зарядами, которые приводятся в действие нажатием на сам заряд. Вторые стреляют желтыми круглыми тайлами. Эти орудия приводятся в действие нажатием на пусковой рычаг, находящийся с обратной стороны пушки. Из этих двух орудий первые мне нравятся больше. Они запускаются легче и стреляют мощнее. Тем не менее, хорошо, что есть выбор. Сами же двигатели детализированы просто потрясающе. Тут встречается огромная куча различных решеток, воздухозаборников и прочих вентиляционных отверстий. Все это, несомненно, делает их вид круче. Кстати, проектирование этих вращающихся двигателей было самой серьезной проблемой для дизайнера набора Бьярке Матсена, и их размер определил дальнейший масштаб корабля. Кабина пилота представлена единственным элементом с печатью, где печать имитирует жесткие металлические стойки ветрового стекла. Она имеет тот же желтый цвет, что и все фонари на корабле, и является основным цветовым акцентом, за исключением этих двух красных полос, установленных вдоль каждого крыла. Эти акценты очень необходимы, так как в противном случае мы получим однородную массу черных деталей. Думаю, именно поэтому Бэтмен окрестил свой корабль «Черный гром», о чем нам говорит одна из наклеек на фюзеляже корабля. Внутри кабины достаточно просторно. Тут встречаются два коричневых кресла для фигурок Бэтмена и Робина, а также множество различных консолей управления кораблем, которые представлены наклейками. И думаю, именно благодаря наклейкам экстерьер салона получился более интересным. Но опять-таки, как жаль, что это не принты. Самым неудачным местом корабля, наверное, можно назвать его заднюю часть, где фюзеляж как бы заканчивается, образуя практически ровный угол в 90 градусов. Хотелось бы что-то более плавное. Хотя, возможно, так задумано специально, так как в задней части находится грузовой отсек, в котором расположился небольшой карт Робина. Размеры машинки весьма комичны, однако своим присутствием она расширяет возможности набора, и это явно является плюсом. Карт просто идеально помещается в корабле, хотя этот отсек можно использовать и для других вещей, было бы желание. Что касается обратной части корабля, то тут все немного проще. Вдоль расположены посадочные огни, а на крыльях можно разглядеть механизмы, которые отвечают за их расположение. Механизмы со своей задачей справляются отлично и гарантируют стабильное положение, хоть и не без люфта. Хочу дополнительно отметить, что общий вес корабля весьма ощутимый, и если для выставочной модели это не проблема, то для игры это может стать существенным минусом. В любом случае, это необходимая мера, так как большое количество деталей способствует более прочной конструкции в целом. Теперь поговорим о фигурках. Всего их в наборе 3 штуки, где лишь Харли Квинн является уникальной. Вот с нее и начнем. Как я уже говорил, фигурка уникальная, причем это касается всех ее частей, кроме головы и волос. Отдельно отмечу классную двуцветную юбку, выполненную в типичных для Харли Квинн цветах.
Фигурка имеет два вида лица, и каждая мне нравится по-своему. Что касается ее аксессуаров, то тут можно встретить огромный молот и шестизарядную пушку, представленную полноценной постройкой. С левой стороны пушки расположен рычаг управления, а справа заводной ключ, с помощью которого Харли как бы активирует ее. Хотя на самом деле в действие она приводится при помощи вращения ее стволов, выпуская 6 небольших круглых элементов. Молот выполнен все в тех же трех цветах, которые типичны для Харли, и получил уникальный элемент с ромбовидным принтом. В целом, молот выглядит неплохо, даже несмотря на то, что его рабочая часть вращается вокруг своей оси. По моему мнению, это одна из лучших фигурок этой серии, и судя по нынешней цене, так считаю не только я. Следующий персонаж – это Дик Грейсон, он же Робин. Фигурка носит яркий цветной костюм, который по сценарию мультфильма был переделан из костюма Бэтмена в стиле регги. Сам же Бэтмен имеет классический черный дизайн и классный желтый пояс, который ранее лишь присутствовал как принт, теперь же он получил физическое воплощение. Каждая из фигурок снабжена накидкой, причем выполнены они из разного материала. В отличие от накидки Робина, накидка Бэтмена более мягкая и не боится деформации. Также оба персонажа имеют двойные выражения лиц и по сути являются массовыми фигурками, встречающимися во многих наборах серии. Хуже их это не делает, но уникальности, увы, не придает. Как я уже говорил, хранение такого масштабного набора вызывает определенные трудности, поэтому я решил сделать для него подставку. Для ее создания не потребуется большого количества деталей, при условии, что они у вас, конечно, есть. Вы можете установить корабль как в горизонтальном положении, так и в вертикальном, причем я бы рекомендовал ставить его именно вертикально, так он демонстрирует профиль летучей мыши во всей своей красе. Для того, чтобы корабль смотрелся еще лучше, я заранее позаботился о специальных выступах для фигурок, на которых они будут установлены. А для пушки Харли Квинн тут имеется маленькое вращающееся крепление, которое надежно ее фиксирует и в то же время позволяет менять ее положение. Как итог, получается отличная выставочная модель, которая украсит любую полку и коллекцию. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и не забывай нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых видео на канале. А также пиши в комментариях «давай еще», и я сниму следующий интересный обзор набора из серии Batman Movie. Чем больше комментариев, тем быстрее выйдет ролик. Ну а на этом все, всем пока!